Друзья, всем огромный привет! Вы на канале Делай Сам, и с вами снова Алексей. Сегодня сделаем с вами простой ролик, дадим вторую жизнь старому монтажному пистолету. Что получится, давайте посмотрим видео. Вам всем приятного просмотра. Поехали! Друзья, ну а сегодня мы поработаем вот с таким вот пистолетом. Я его почистил, но начал вставлять направляющую, и что-то пошло не по плану, подсогнулось, и пистолет не перестал нормально работать. Ну, это самый дешевый, дешманский, прям дешманский. Друзья, ну идея у нас очень простая. Мне понадобится от этого пистолета вот эта вот часть. Ну, я немножко подрасслабил, конечно, она, ну, здесь хорошо откручивается. Так, вот это нам сейчас нужно будет. Первое, что мы сейчас сделаем, вытащим вот отсюда резиночку, пластиковую проставку. И выбиваем, тут у нас клапан, пружинка. Ну и в принципе вот эта штука нам и нужна. Беру теперь сверло 9 мм и начинаю высверливать по центру. По итогу срезал резьбу и внутренний диаметр расширил до 10 мм. Теперь мне понадобится автомобильный сосок для бескамерных покрышек. И сейчас вот эту часть мы просто отрежем. Во. Теперь берем сосок и вставляем его в наше получившееся отверстие. И нужно чем-то его как-то вытащить, чтобы она сидела там плотненько. И плюс углубить его где-то вот примерно вот до сюда. То есть где-то вот так вот нужно углубить. Гайка, конечно, здесь резьба немножко другая, но на пару виточков удастся затянуть ее, наживить. И теперь затягиваю в тиски и потихонечку вытаскиваю. Вот так вот. Получилось это вот так вот. Немножко резины, что была, я ее подобрезал. Сейчас при помощи суперклея все-таки я немножко по кругу пройдусь, чтобы закрепить, и никуда она точно не убежала. Дождался, пока все хорошенько высохнет. Теперь сейчас выкрутим. Золотничок вытаскиваем. Берем теперь пустой баллончик из-под очистителя. Да, они стоят недорого, там 100 с лишним рублей, 130, 150. Так, накрутили. Теперь у нас получается клапан сжатый. И можно легко заливать туда жидкость. В моем случае будем заливать ацетон. При помощи того же шприца. Также взял пустой пластиковый стаканчик, он 220 мг. Как раз в него нальем ацетону. Будет как у нас мерный стаканчик. Берем теперь шприц, набираем. И заправляем в нашу емкость. То есть совершенно спокойно заливается. Так, набрали 220 миллиграмм. Обратно закручиваем золотничок. Закрутили. Смотрим, жидкость ниоткуда не протекает. Все четко, все держится. Друзья, теперь при помощи компрессора буду нагонять воздух в нашу бутылку. Не обязательно это делать компрессором, просто у меня есть. Можно обычным машинным насосом, велосипедным насосом. Без разницы. Одеваем. И будем где-то накачивать с вами где-то 3-3,5 очка. Даже 4 накачал. Ну все, видите, все держится. Теперь быстренько откручиваем. Все, идем пробовать. Ну, давайте так попробуем. Пока без чего-либо. Одеваем клапан. О! Давление отличное. Сейчас попробую на пистолете. Записывал я тут. Короче, все прекрасно работает. Пистолет хорошо чистится. Идея у нас получилась годная. Но также я думаю, что это приспособа, переходничок можно использовать и для пены. Ну, для пустых баллончиков из-под пены. Также легко можно крутить, залить ацетончику и пользоваться. Всегда, чтобы был чистый инструмент. Вот все.
Жирный лайкос, если понравилось. Друзья, сегодня поработаем с таким вот монтажным пистолетом для пены. Нашел я его на мусорке. Странно, почему выкинули. Он работает. Металлический, не самый дешевый. Но проверять я его не стал, работает или не работает. Как и в прошлом видео, мне нужна будет вот эта одна штука. Я уже немножко ее расслабил. Она очень хорошо выкручивается. Я вот не знаю, тут резьба чуть меньше 3/4. Что это такое? Ну, не знаю. Мы будем выходить как из положения. Попробую сегодня скрестить их с пистолетом, с каскопультом. Не знаю, получится, не получится. Нашел я вот такой вот бочонок. Здесь он получается 1/2 и переход на 3/4. Но 3/4 сюда плохо. Он получается здесь чуть побольше, чем 3/4. Надо как-то немножко подточить и попробовать, потому что здесь такой мягкий дюраль. И нарезать резьбу. Не знаю, сейчас попробую, конечно, закручу. Может быть, мне это и удастся. В общем, с горем пополам нарезал я резьбу. Все у нас закручивается. Сейчас через фум-ленту затянем все это и соберем. То есть получится у нас вот такая вот картина. Потом все вместе это стянем. Здесь же обмотаем на сантехническую нить. Сама суть, главное, чтобы это было все разборным, и пистолет можно было бы использовать по своему назначению. Ну, теперь собираем. Все хорошенько протягиваем. В общем, все протянул хорошенько. Сейчас вместе с вами просто пойдем попробуем вместе. Работает или нет. Так, подключил я пистолет к компрессору. Беру свеженький баллон пены. И накручиваем. Давайте попробуем, что сейчас у нас получится. Можно пену регулировать. Так, попробуем немножко добавить пенки. Слушайте, ну шикарно. Шикарно, прям вообще. Покажу слой. То есть видно, что слой приличный. Это вот только нанес. Тем более в помещении прохладно. Прям в труднодоступных местах что-то обработать. Я делал, мне нужно будет там несколько труб вентиляционных обработать. Ну, покажу вот на простой круглой какой-нибудь штуке, что это как обрабатывается. Правда. Ну, то есть, как видите, прям шикарно наносится. Можно сделать шума и теплоизоляцию вентиляционных каналов. Промываем все точно так же. Одеваем. Это, между прочим, тот же баллон, который в прошлом видео я делал для очистки. Как заправлять. Можно прям так же без компрессора подключить и промыть пистолет. Ну, в общем, в принципе, вот так вот идея понятная и простая. То есть все это дело рабочее и можно утеплять любые поверхности. Все, хорошенечко промыли, пистолет у нас будет работать по своему назначению. Друзья, ну как ни странно, поговорим сегодня о таком вот пистолете монтажном. Коснулось дела каким образом. Стоял у меня, как все советуют, держать нужно вот в таком положении, в закрытом. Больше полбаллона осталось еще пена, пена свежая. До 23-го года у нее срок годности. То есть, ну, как бы ничего страшного нет. Но постоял где-то полгода вот именно вот этот пистолет. Тут я коснулся, думаю, надо запенить мне, устанавливал дверь. Открываю, нажимаю, все нажимается, но пена не идет. И вот, казалось бы, да, храните, говорят, вот так вот многие. А не тут-то было.
Не все так просто. Мой совет, конечно, кто редко пользуется, нужно промывать его постоянно. Ну и чтобы избавиться, и всегда лучше откручивать в вертикальном положении, когда стоит баллон. Чтобы пена много не убежала. Я думаю, что здесь, конечно, вся беда у нас кроится в клапане. Это шарик, который здесь стоит. Сейчас его будем удалять. Потерялся у меня клапан, который, ну, такой нажимной. Ну ничего, сейчас пока отставим в сторонку, возьмем ацетончик. Самый обыкновенный ацетон. Он хорошо справляется с пеной, прям на ура. Сейчас немножко промоем здесь сверху. То есть видно, да, сразу на глазах он ее съедает. И также сам баллон, чтобы не засохла пена. Потом можно было с ним еще поработать. Все, как видите, все чистенько. Этот более дешевый, ну как он дешевый? Не совсем сказать, что дешевый, ну такой. Но он практически не разборный. Ну, сейчас попробуем открутить вот эту штуку. В общем, взял головку на 14. Попробую сейчас открутить. Насколько это все оно закисло, засохло. Ну, немножко вот поддалась. Ой, сразу аж там зашипело все внутри. То есть давление внутри было. Вот так вот визуально я не вижу, что там было, какая-то пена. Так вроде все сухенько и чистенько. Ну, как и многие советовали, здесь стоит шарик с пружинкой. И многие советовали, что нужно это обязательно убирать. Мы сейчас, конечно, это попробуем и сделаем. Вытащим пластиковую вставку. Там еще одна пластиковая вставка. Уже это не пластиковая вставка, это уже засохшая пружинка. Вот она как раз тормозила, получается, все. Весь наш процесс. И даже шарик не вытаскивается. Вот теперь шарик вылез. И я так понимаю, что он как раз и был с причиной всего. Ну, в общем, вот это оставляем в таком вот образе и собираем наш пистолет на круги своя. Все в обратном положении. Закрутили, хорошенько затягиваем, чтобы нас потом в процессе, в последующем отсюда не пропускало. Откручиваем наконечник, сопло само. И смотрим, внутри, конечно, все вот подзабилось. Но она подзабилась, но шатается, такое ощущение, как будто прям вот здесь, в этом сужении. В общем, ручку поставил я на место, потому что тут надо выкручивать вот эту часть. Она не хочет ни в какую выкручиваться, зажимал в тисках. А на других конструкциях пистолета все гораздо проще, выкручивается, здесь растягивается, и все можно вытащить. Но здесь придется чистить, значит, с этой стороны, как-то пытаться все это подвытащить, эту всю грязь. Ну, как я говорил, она была вот в этом месте. Небольшое заужение вот здесь есть. И в этом небольшом заужении как раз вот она и стояла. Так вроде все, дальше она чистая. Ну и сейчас попробуем зажать все обратно на место и попробовать уже с баллончиком. Накручиваем сопло, затягиваем, ставим на место регулировку. Пистолет собрали, все на месте. Теперь пробуем. Уже видно, что воздух идет. Сейчас наденем очиститель и проверим. Так, ну теперь на пистолет одел очиститель и посмотрим. Все. Пистолет у нас чистенький. Дали ему вторую жизнь. Единственное, теперь, когда только откручиваешь, надо быть предельно аккуратным, потому что жидкость теперь не держится в самом пистолете за счет того, что нету шарика. Она выходит. Ну, как и говорил, пену лучше держать в вертикальном положении, когда выкручиваешь, чтобы воздух поднимался кверху, пена была внизу. Давление, то есть не было самой пены, так будет лучше. Ну и все. Пистолет у нас приобрел вторую жизнь. Выкидывать его не стоит. А
подремонтировать всегда можно. И вот я не знаю, да, как многие говорят, что лучше оставлять на пистолете. Вот я оставил на пистолете, и вот что из этого вышло, сами видели. Как быть в данной ситуации, не знаю. Так что, как вы делаете, расскажите, пожалуйста. Может быть, я что-то неправильно сделал. В общем, напишите ваше мнение. Жду от вас обратной связи. Друзья, у нас с вами получилась вот такая вот интересная идея. Конечно, кто-то захочет сделать, тот сделает. Кто не хочет, идите покупайте. Я же не заставляю вас это делать. А всего лишь показываю, как сделал это я. Ну а вам, если понравился данный ролик, обязательно палец вверх, напишите ваше мнение. Вам всем огромное спасибо, кто смотрит меня, кто поддерживает. Это очень бесценно, и я очень ценю все ваши комментарии и все ваши отклики. Даже хейтеров. Ну все, всем крепко жму руку. До новых встреч. Пока-пока.